Да, ребятки, салам, как говорится, приветствуем вас в прекрасном Бишкеке, столице Кыргызстана, одной из первых стран в мире, где прямо сейчас, ну не считая Китая, ездит SU7, первый автомобиль Xiaomi. И, кстати, это настоящий номер. Что к чему, обзор, поехали. Парни, Здравствуйте. как дела? О, знаем. Серьезно? Да. А вы что там, на самокатах катались? Да, на По самокатах. запретной зоне? Там запретное? Там открыто? Да, там открыто. Салям. Нравится? Да. А чем? Новые лучше. Бензиновая лучше? Вот скажи, пожалуйста, есть у тебя 100 тысяч долларов, условно, или там 150, неважно, вот это возьмешь или вот это? Почему? Бензиновый лучше. Надежно. Мое личное мнение. А разгон, скорость, динамика, вот драйв? Тогда вот это лучше. Так вот, ребятки, продолжаем. Те, кто подписан на наш телеграм-канал, рекомендуем подписаться. Кстати, там сейчас идет конкурс, а если не идет, то скоро начнется новый, рекомендуем подписаться. Так вот, наши подписчики знают об этой машине практически все. Было несколько постов, а также первое знакомство с выставки «Мобильный конгресс». А глава Xiaomi Лей Цзунь говорит, что в плане ездовых качеств эта машина на таком же уровне или даже лучше, чем Porsche Taycan Turbo, а в плане электроники, как Tesla Model S. Но, тем не менее, несколько интересных фактов. Название машины... Секундочку. О, это версия Max. Это будет интересно. Название машины SU7 расшифровывается как Speed Ultra. И сдается мне, это... Тут вообще-то должна была быть такая рекламная вставочка про цвет машины, потому что самый популярный цвет этого автомобиля голубой, но мы немножко перепутали цвет. А я здесь хотел сказать, что ничего не напоминает, если бы машина была голубая, и должна была быть баннер авиасейлс. Потому что, ребятки, если вы хотите добраться до Кыргызстана, до Узбекистана, до Казахстана, до Хургады, до Анталии, да неважно докуда, рекомендуем, специальная ссылка внизу. Так вот, с чего мы начали? Что это наверняка не последняя машина Xiaomi, потому что, шуточки за 200, у нас же еще есть Redmi и Poco. Надеемся, будет бюджетная версия. Форм-фактор автомобиля, крупный седан. Это машина где-то в габарите Hyundai Sonata и Kia K5, ну, многие с ними знакомы. Над созданием электромобиля работали почти 3500 инженеров, а инвестиции в проект составили 10 миллиардов юаней. Это 1,4 миллиарда долларов. Прилично. Производство машины ведется на одном из самых, если не самом технологичном заводе в мире. На самом деле, у меня еще где-то с десяток фактов об этой машине, но, повторюсь, многие из вас с ней уже знакомы. Было много... Осторожно. Осторожно, ребятки, сейчас позовем Тимура. Еще сюда, осторожно. 55 секунд, рекламная пауза, и поговорим, вот как раз машина уехала, с настоящим владельцем этого автомобиля. Да, ребятки, считаем наши расходы по командировке. Отель на 3 дня, плюс стоимость билетов почти 200 тысяч рублей. С одной стороны, конечно, прилично. С другой стороны, это средняя зарплата фуллстек разработчика на Python. И это не единственная причина освоить эту профессию. Python — это самый популярный язык программирования. Он простой, и его можно выучить с нуля, а применяется он почти везде. Игры, нейросети, YouTube, Spotify и даже Netflix. Вы сможете в одиночку создавать сайты, ботов, приложения и не только, а работать вас возьмут и в стартапы, и в крупные компании. Наши друзья из Skill Factory как раз набирают на курс обучения этой профессии. Здесь вы научитесь писать код, сделаете 10 собственных проектов, пройдете стажировку и хакатон от реальной компании. По итогу готовое портфолио и опыт в резюме, с которым вы без проблем сможете устроиться на работу. И традиционно от нас для вас скидка по промокоду 808. Все подробности и ссылка на регистрацию уже в описании. Продолжаем. А у вас тонировка такая разрешена? Да, за деньги. Проходишь все проверки, сдаешь документы, и тебе подтверждают, делают отметку в систему, в базу вносят, и все. Да. Здрасте вам. Сейчас, ребятки, по порядку. Тимур, здрасте, во-первых. Вашему вниманию. Да, владелец Xiaomi. Ну, раз тут такая вот оказия, здрасте вам. А вот нам рассказали только что тонировка стоит $1000. Что-то у вас крутая машина. Вам можно нескромный вопрос? Сколько лет? Что-то мы в этой жизни где-то не там работаем. Сколько лошадей? 720. Да. Как вас зовут? Очень приятно. Извиняюсь, отвлеклись. Добрый день. Да, Тимур, пару слов о себе. Меня зовут Тимур Ахметов. Я амбассадор компании Mi Store Auto. Компания Mi Store — это авторизированная сеть реселлеров продукции Xiaomi. И, собственно говоря, они привезли первый в Кыргызстане автомобиль SU7. Номера. Это настоящий номер, законный, официально прописанный в техпаспорте. Сколько такое удовольствие стоит? Номер стоит 100 тысяч сомов. Но
Мы обходим этот прекрасный, без сомнения, автомобиль. Кстати, почему в таком цвете взяли, а не голубой? Нам очень понравился цвет Нарда Грей. Как он называется? Нарда Грей. Но это сейчас такой самый хайповый, топовый цвет, который вообще в принципе есть. И сейчас Клёвый. все производители выпускают машины в этом цвете, и они такие довольно популярные. И тут мы Без видим вот исключения. такое. И здесь мы видим вот такое, да. Это дублирующий номер, тоже Xiaomi 808, мы тоже любим восьмерки. Но как машина ездит с двумя разными номерами? Есть официальная отметка в техпаспорте, и у наших сотрудников ГАИ есть база, и в этой базе они видят, что эти номера легальные и законные, поэтому никто не останавливает и не проверяет. А что можно написать на номере? Ну, на номере можно написать практически абсолютно все, что угодно. В пределах. В пределах разумного, Да. в пределах как бы норм морали, этики. А так, конечно, любое. Название магазина, свое имя и так далее. Опа! А, это Бэха, я думал, корвет. BMW уехала, да. Блин, вот эти под окном у меня ездят в 11 вечера. История покупки машины. Чтобы привезти первый в Кыргызстане Первый? Xiaomi, да, потребовались определенные усилия. Конкретно этот автомобиль обошелся чуть больше 50 тысяч долларов. Чуть Финальная больше. цена? Да, это финальная цена. Что-то дешево как-то. Ну, Вот эта BMW, которая сейчас приезжала в Москве, стоит 1200, наверное, долларов. я вам говорю, как есть, на самом деле, чуть-чуть больше 50 тысяч долларов с хвостиком. А там ее купили за сколько? Она обошлась там порядка 49. А растаможки всякие? Растаможка минимальная, на электрокары у нас есть квота. Пошлина ввозная. Мы привыкли в Москве, там, что Нет, у нас сразу 2х, 2х. абсолютно минимальная стоимость растаможки на электромобили, потому что Так. наше государство всячески поддерживает экологичный транспорт. Растаможить такой автомобиль Да. в Кыргызстан – это очень недорого и очень выгодно. Обратил внимание, что это SU7 Max. Это SU7 Max, максимальная комплектация. Прям самая-самая Это топовая. самая топовая комплектация. Здесь полный привод. Также мы имеем здесь запас хода 800 километров. Это CLTS. Ну, Да. мы знаем, это специфический такой показатель. Топовый аккумулятор. Но по факту около 650 уже получили на ней. Неплохо. Можно ли обратиться к вам и заказать такой же? Конечно. У нас Ага. есть официальный аккаунт, есть компания Мистор Авто. Мы буквально в ближайшие пару дней анонсируем цены на эти автомобили. А что по гарантии, кстати? Вопрос ребром. Вопрос важный. Вопрос ребром. Конечно, есть гарантия завода, но сейчас пока мы эту гарантию здесь дать не можем. Официальной дистрибуции автомобилей Xiaomi SU7 вообще нет, пока еще. То есть китайцы работают по своей классической По всему схеме. миру По нет? всему миру нет. Эта машина только официально в Китае. Да, эта машина только официально в Китае. Любая машина вне Китая – это частная Да, инициатива. это частная инициатива, абсолютно Да. верно. Скорее всего, первоначально мы это будем брать на себя, и уже чуть позже мы сможем получить какие-то гарантии от завода. Здесь антикрыло есть. Вот оно, антикрыло. А, вот, Да, я вам сейчас всё. его открою, да. Да. И у нас здесь довольно вместительный багажник. О, неплохо. Да, чемодан. Xiaomi. Xiaomi, само собой. И здесь еще есть отдельная секция. Вот, кстати, номера, о которых мы с вами говорили. Подарите? Мы вам можем дубликат сделать. Естественно, электроприводы. Зарядка. Да, здесь у нас Один разъем. один разъем, это суперчарджер. Так, стоп, еще раз. Что сейчас произошло? Я Что открыл. за касание было? Это было тактильное касание. Вот у нас здесь Так. есть шильдик. В чем его фишка, да? В том, что на самой максимальной зарядке он может зарядить за 15 минут автомобиль на 500 километров хода. Ну это от какой зарядки? Это, естественно, от максимальной зарядки, там больше 100 киловатт. А такие есть в Бишкеке? У нас в Бишкеке буквально одна пока такая зарядка. Маловато. Именно такая. Маловато, Но у нас очень активно развивается сейчас сеть зарядных станций. Если раньше надо было куда-то ехать, искать, сейчас открываешь карту, есть приложухи специальные. Круто. А вы где заряжаете? Дома? Мы заряжаем дома. 5 киловатт стандартный, который идет в комплекте. Да. На ночь его ставим, и он, в принципе, заряжает машину. Антикрыло и капот. Да. Тут даже табличка есть фирменная. Антикрыло открывается принудительно или оно умное? Оно умное, если установить в настройках, оно будет открываться на скорости. Когда необходима будет стабилизация, на большой Да. скорости оно будет само открываться. А И- есть такие ситуации, когда оно помогает? Да, конечно, 100%. Тачка быстрая. Тачка быстрая, поэтому я думаю, что это такое нормальное решение. Капот? Здесь у нас багажный отсек еще один. Капот. Ну да, собственно. Багажник, да, еще Багажник еще один. Можем Да. посмотреть салон. Да, пойдемте. Покажете? Конечно. Наконец-то нормальные ручки. Пожалуйста. Ну это субъективно. Они не замерзают, кстати. Но двери не электро. Двери не электро, но они с присоской. Дверь безрамочная, как на Passat CC. Ну как? Как вообще? Это максимальная комплектация, это SU7 Max. Здесь мы с вами видим алькантару на потолке, Да. кожу Напа, Блин, какая крыша огромная. да, панорамная крыша. Но у меня само только собой. такое легкое сразу переживание после того, как мы люсит снимали, как нам камень прилетел. Росгидро, МГТ. Ого! Здесь каленое стекло, поэтому я думаю, здесь таких проблем нет.
И это не газовая крыша. Есть крыши, которые заполнены газом, допустим, как в Зикре. Я знаю те случаи, когда люди били при доставке крышу и буквально там по полгода ждали замену. И заплатили какие-то нереальные деньги за это. Они интересные кнопки вывели сюда. Элемент управления температура, Да, скорость обдува. Это- антикрыло. Очень важно сказать, что у Xiaomi есть дополнительные фичи, аксессуары в виде физических кнопок. Это офигенно. И это офигенная тема. Да. Они ставятся по системе bolt-on, да, просто чик поставил, и она прилипла сюда, и уже автоматически работает. То есть регулировка кондиционера и так далее, все это может быть в кнопочном виде. Это можно докупить. Это можно купить, то есть мы это будем продавать. Сейчас здесь стоит регистратор Xiaomi, но это не штатный регистратор. Здесь есть разъем для штатного регистратора. Во, Не нужно тянуть никакой кабель, ничего делать, скрывать и так далее. Все это готово. Болт-он. Поставил, сразу поехал. Все работает. Здесь очень удобные подстаканники. Здесь мы видим с вами зарядочку на 50 ватт, которая 50 ватт. очень быстро заряжает телефон. Плюс здесь 3 разъема Type-C впереди, 2 разъема Type-C сзади. Этого достаточно для того, чтобы зарядить все гаджеты, которые есть у пассажиров и у владельца авто. Дефлекторов у нас нет, они встроены вот туда вот. Да, Ну, они то есть встроены в отдельно. панель, регулируются с центрального монитора, который, Ага. кстати, вообще, вот, посмотрите, как он сделан. Вот просто попробуйте. Да. Насколько он сделан качественно, Да. не шумит там, не люфтит, ничего не скрипит, да, то есть они, они молодцы. Тачка новая, надо бы еще поездить не Само собой. 10, Да, мы 30. будем это тестировать, мы будем делать честные обзоры на эти вещи. И мы Да. хотим реально показать применимость автомобиля в жизни. Поэтому будем тестировать прям так хардкорно. Можно? Да, пожалуйста. С кнопки. Да. Не как С у Теслы, вот в экране. Так, где Да, оно? да, да, Где-то да. оно было здесь. Где нужно сохранить физические кнопки, их сохранили. Вот это вот приятно. клево, да. Вот это зачем сделано? Я думаю, что это не только конструктивный элемент, но это, возможно, какая-то часть дизайна, потому что мы это видим с вами на ручках, на дверных, да, кожаных. да, да, да. То есть это тоже повторяется. 别的1/4螺口，你确实都可以自己卸下来，然后把它给装上去。我自己目前就是放了一台 Action 4， У нас снизу есть как-то тут слишком много места. Да, У нас, здесь снизу во-первых, классный разъем. не только карман вот этот, а вот это что такое? Вот здесь еще Это, есть. это еще один кармашек, куда можно И сверху здесь бутылку есть. поставить, еще какие-то вещи. И То вот есть здесь, Они постарались и вот много здесь. места сделать для дополнительных. Там еще USB. Да. Тут у нас Ferrari Style, я смотрю. Здесь у нас не только переключение режимов езды. Можно попросить Да. поворотник включить? Да, конечно. Ну, вроде нормально. На некоторых китайских машинах его хочется поскорее выключить от этого вот этого странного звука. Это звук у нас, регулировка звука. Здесь, кстати, 25 динамиков стоит. Офигенно. Dolby Atmos. Вот эта штучка. Да, это очень Сразу приятно. лайк. Вот это прям сразу. Сзади посмотрим. Да, конечно, Да. пойдемте. И на двери еще не показали динамик раз, динамик 2. Здесь алькантара, стеклоподъемник и кнопка открытия двери, но только отщелкивается. Открывайте рукой сами, и многим это нравится, кстати, чтобы не сама дверь открывалась, а вы все-таки рукой. То есть так мы уже сидим неплохо, Да. как обычно. И тут садимся сюда. И неплохо. Есть подлокотник, есть изофиксы. Причем изофикс не где-то там, вы знаете, там под сиденьем пока ковыряешь, и крепежом там полсиденья расковыряешь и порвешь. Здесь просто отщелкивается, и вот, пожалуйста, сразу. И подстаканник. Двойной, кстати. Двойной. Мы с вами видим здесь А, два разъема да. для экрана. Клево. Более того, Да. это готовое решение от Xiaomi. Продаются планшеты. Точно. Для этого автомобиля, которые также одним движением ставятся, интегрируются в систему. Ваши дети могут смотреть мультики, какой-то контент, выходить в интернет, никаких проблем. И не вот так вот. И не Как вот так в вот, Тесле, а перед а просто собой. прямо, да. Еще и регулировать его могут. Здесь есть у нас с вами холодильник. Ё-моё. Пожалуйста. Вот это здорово. Это классно. Вот это удобно. И два разъема Type-C. Кстати, хороший пример. Вот с таким комплектом. Без проблем, я думаю. Багажник довольно вместительный, я думаю, и коляска, и самокат вместится без проблем сюда. И вот мы с вами сидим сзади, вот Да. я, например, не чувствую дискомфорта здесь. Вы чувствуете дискомфорт? Мне комфортно. Я говорю, что стоит, признать, что машина интересная. Стоит признать. Прокатимся, кстати. Да, конечно. Ребяшки, прокатимся. Так, go. Вы за руль? Да. Да. Мы готовы. Так, ну, поехали тогда. Можно. Все на английском. У нас здесь все на китайском пока. Ага, я просто там видел комфорт. Вот Не, там ну да, это английском. режимы езды. А в основном весь интерфейс пока на китайском. Но уже скоро будет на английском. Тихо. Я пытаюсь услышать какие-то шумы снаружи привычные, но это я не привык. Да, вам надо пристегнуться. Давай.
Тимур, ваше отношение к управлению через экран? Они молодцы, они такие нашли золотую середину. Какие-то вещи вывели на экран основные, какие-то вещи сохранили классические кнопки. Но и опять же, фича с тем, что сюда можно пристроить кнопочки, это же, ну, прям вау. Через экран на самом деле норм. Вот и интерфейс интуитивно понятный. Ощущение как в гаджете. Да. Но такой usable, да, удобный. То есть я ездю и там на классических машинах, и на Chevy ездю, да, чтобы Так. вы понимали. Я автолюбитель, как бы, Suburban. О, ну это Вот. совершенно другая Это категория. вообще, это грузовик. Что удобно, сюда сел и сразу поехал. Как iPhone в руки взял и сразу пользуешься. Здесь все интуитивно ясно, и даже не зная китайский язык, мы там за минуту разобрались и поехали. Эта машина была распродана большим тиражом в Да. первые часы продаж. Абсолютно верно. Вы как ее купили? Через наш канал в Китае мы смогли вытащить этот автомобиль. Она была новая, Ага. но она была на человеке. Там есть свои схемы. Всегда есть Но я- какие-то схемы. Но, да. но я могу вам сейчас сказать, что, допустим, на данный момент есть 30 предзаказанных автомобилей. Именно на Бишкек, на Кыргызстан? Да. И которые вот в ближайшее время компания Мистер Авто начнет распродавать. А удалось с Xiaomi пообщаться на тему официальной поставки автомобилей сюда? Вообще сейчас компания Xiaomi не планирует открывать официальных дистрибьюторов по миру пока. Но я думаю, рано или поздно это придет. Потому что Zeekr тоже поначалу работал только так. Они не предоставляли никому дистрибьюторства, никаких прав. Но сейчас мы замечаем, что, вот, допустим, в Казахстане автосалон появился, Zeekr. И с очень приятными ценами, Да, стоит да, сказать. с очень приятными ценами. 18 500. Zeekr X. Весь интерфейс идет на русском языке, не Ага. на китайском с завода. Так. Также слот для сим-карт Казахстана сразу Офигенно. с завода. Мы все время говорили о плюсах автомобиля. Их Да. тут много, ну спора нет. Но что-то вот удалось на что-то обратить внимание, что, может быть, показалось... Здесь подвесочка, она хоть и пневмо, она не жесткая до уровня дискомфорта, но Ага. она жесткая, то есть в плане того, что если мы будем сравнивать с одноклассниками, С какой машиной? допустим, с Зикром, Хорошо. надо сказать честно, что Зикр чуть-чуть мягче. Чуть-чуть. Чуть-чуть, но в управлении разница большая. Эта машина слушается совсем по-другому, Чем Zeekr. чем Зикр, да. Надо сказать про аэродинамику тоже в том числе. Здесь самый низкий коэффициент в классе сопротивления, и они это смогли сделать. Вот дороги. На дачу на этой машине. Я думаю, что для дачи, наверное, будет другая машина, вторая в семье. В реалиях наших стран электромобиль как единственный автомобиль в семье, я думаю, что пока еще, наверное, есть время для этого. А вот касательно подвески, обратил внимание. Касательно подвески, ее можно поднять в крайнее верхнее положение, и она справится да? с каким-то грунтом без проблем. По ухабам там или по какому-то жесткому бездорожью на ней нельзя ездить, это Да. понятное дело. Но этого и нельзя ждать от седана. Ну вот на Toyota Corolla я бы на дачу поехал, даже вот не задумываясь. Но, А как-то Xiaomi, ну, жалко. я думаю, мы обязательно сделаем тест в условиях там каких-то пересеченной местности, чтобы просто можно было поднять подвеску на верхнее крайнее положение Да. и показать, какой у нас дорожный просвет и что мы можем проехать. Прям она рвет, вот и дергает, аж хочет Она поехать, просит да, быстрее, да. дать ей скорости, но, Да. ну и заметьте, на небольшом ходу мы тоже довольно плавно себя чувствуем, аккуратно. И шумка неплохая, скажите. Шумка неплохая, вот я вот Стопки. сразу обратил на это внимание. Да. Хотя здесь одинарные окна стоят. Обычные. Да, обычные. Знаки читаю, да, обратил внимание, Знаки там было читаю, да. 40-60. Но автопилота тут вот как в Тесле, Есть. Полный автопилот. вот прям как в Тесле. Да, прям как в Тесле. Но он работает пока только в Китае, в нескольких городах. А, вот это вот интересно. Но я думаю, они будут довольно быстро все это расширять, делать карты. Кирилл, к тебе как там? Я, когда сел, Так. понял, что места мало. Но я сел как в кресло, провалился, и у меня еще здесь место, с учетом того, что Тимур очень далеко отодвинулся. И ровный пол, Это вообще. и места много. Зеркала, обратил внимание, интересно, у них почти нет окантовки. Безрамочные, Да, безрамочные. как и экран на телефонах. Клево, да. Так, видимо, Кирилл, держись. А здесь нужно делать какой-то лаунч-контрол? Вот Да, эти? здесь есть буст, драйв мод, вот мы сейчас меняем с вами. Там крутилка, Да, кнопка. да, крутилочка. Мы будем с вами на Спорт Плюсе пробовать. На Спорт Плюсе, кстати, и подвесочка чуть-чуть подбирается. Мгм. Машина становится такая чуть пожестче, но более контролируемая. Руль наполняется, естественно. Да. Руль электронный, конечно же. Так, все, готовы? Что мы делаем? Включаем с вами, драйв мод у нас же на Спорт Плюс, включаем с вами буст. Уже Буст подшел даже. отчет. Да, Он 19, прогревает батарею. 17, да, он прогревает батарею, дает мощность. И раз, два, три, поехали. Как вам? Ну, Первая эмоция, она всегда неподдельная. Раз, два, три. Ох, елки-палки! Ничего себе, 100! Воу! У меня уже вторая, ну. Как вам, Ким? это опасно.
Это перегрузка на физическом уровне, и 2 секунды, главное, вот где-то на подкорке понимать, что надо держать руль, лишь бы его вот никуда не отпустить, потому что там обочина, еще что-то. Надо быть к этому готовым. Надо быть к этому готовым. Ну и нужно сказать про запас хода. Да. Здесь мы имеем самый большой запас хода. Блин, у меня аж в шее там что-то переключилось. Семейный седан с большим багажником. Да. 2 багажника. За 40, за 50. За 50 тысяч. Вот это ключевой момент. Я тоже не ожидал, если честно, что вот так это будет. То есть, конечно, я посмотрел обзоры, я уже был предрасположен к этому автомобилю, потому что я много увидел. Но когда я сел и вручную все это потрогал, пощупал, проехался, попробовал быстро ехать, медленно, Да. попробовал агрессивный режим езды, повороты, вот это все прочувствовал на себе, еще раз прошел вокруг, посмотрел на дизайн, и я такой, вау, это бомба, то есть, ну, блин, это круто. Компания Mr. Auto, да, она не объявляла продажи, продаж еще нет, то есть нет цен, но столько запросов в директ, на телефон, WhatsApp. Более того, люди приходят в магазин и с деньгами, с кэшем, говорят, продайте нам вашу машину. Мы говорим, Конкретно это. конкретно ее продать. Да. Мы говорим, извините, она не продается. Они говорят, вы не понимаете, достают барсетку, Да. и там, ну там много денег как бы внутри, да? И они говорят, вы не понимаете, мы сейчас ее купим, дайте нам машину. Мы говорим, сори, мы не можем ее продать, потому что этот автомобиль, он тест-драйвовый, это первый в Кыргызстане и единственный автомобиль. Мы его не продаем. Это машина для того, чтобы показать, рассказать вам о том, какая она, дать ее пощупать, дать на ней проехаться. Мы подъезжаем к вашему магазину. Да, Как у вас она- удобно сдать доставку прям соседнюю. К одному из магазинов. А стиралку Xiaomi у вас можно купить? Конечно, все, абсолютно. Всё можно купить? Любую продукцию, да. Официально. Официально, с гарантией. Класс. Ух, ребяшки, да, впечатление, конечно, самое-самое. Тимур, хочется сказать огромное спасибо за уделенное вам. время. Если мы живем в Бишкеке, когда можно получить автомобиль, если вам вот в барсетке прям сегодня принесем? В течение 7 дней, А 3-4 месяца вот эту вот это историю? 3-4 месяца, это под заказ в квоту. Есть квота, да. у компании Mr. Auto есть квота. По этой квоте есть 30 автомобилей. Так. Можно их заказать и получить их в течение 3-4 месяцев. Там, конечно, ценовое предложение немного интереснее. Но есть те, кому не Так. терпится купить ее сейчас. Такие машины есть в стоке. Да. Их можно будет купить чуть-чуть дороже, но в течение 7-10 дней они будут в Бишкеке. А если РФ Казахстан, тоже теоретически можно к вам Конечно, обратиться? конечно, Есть вариант. конечно. Ну, ребяшки, непростая, конечно, тема, автомобиль Xiaomi. Тут много нюансов, много вопросов, но присмотреться, если вам эта тема в принципе интересна, однозначно стоит. А когда будет машина Redmi бюджетная, кстати, вот шутки шутками, а теоретически это... Я думаю, это возможно, конечно. Да? Линейка будет расширяться, я думаю, захватят все диапазоны. И что-то бюджетное, и семейное, и спортивное, и, может быть, что-то коммерческое даже, почему нет? Китайцы, красавцы. Еще раз огромное спасибо. Спасибо вам. Ждем ваши комментарии. Привет из Бишкека, увидимся. Пока.